Всем привет! С вами Владислав. Сегодня я снимаю обычную прогулку по японским улочкам. Никакого плана нету. Просто будем ходить, смотреть повседневную Японию. Всем, кому интересна данная тематика, присоединяйтесь ко мне. Я нахожусь возле станции Йошино. Для меня это еще не обследованный район. Поэтому планирую начать свое движение отсюда. Пойдем сейчас здесь погуляем. На улице у нас 30 градусов, жарко, но сегодня дует ветерок, поэтому, в принципе, жара не так сильно ощущается. Ну и солнце сейчас не так сильно светит, поэтому я думаю, что я не спарюсь сегодня на улице. От станции я немного отошел. Поэтому здесь довольно тихо. Людей нету. Большинство это жилых домов здесь. Кто-то там ходит. Ну да, я думаю, большинство людей сейчас сидят дома. Сегодня воскресенье, кстати. По такой жаре, я думаю, не каждый захочет ходить по улице. Но в любом случае, возле станции, с таких оживленных районах, конечно же, там довольно большое количество людей. Такие вот мусорки стоят. Сюда жители дома ближайшего кладут мусор. Определенный мусор собирается в определенные дни недели. Вот мусор сжигаемый собирается каждый вторник и суббота. Пластик в среду. И бутылки, стеклянные бутылки, банки шерстяные собирается только раз в неделю. Это в понедельник. Ну, конечно же, в зависимости от района, день сбора мусора может отличаться. Так, здесь у нас проезжая улица. Налево повернем. Здесь у нас 7-Eleven. Кстати, надо будет что-нибудь купить попить. А то, не дай бог, еще перегреюсь. Ну, чуть попозже. Пока не особо хочу. На улице машин тоже не так много. Вообще прям пустая улица, смотрите. Там тоже жилая улица идет слева. Японка идет с зонтиком. Многие японки ходят с зонтиками, чтобы не напекало на солнце. На самом деле правильное решение. Такой создать возле себя тенек. Потому что прям в жаркие дни прям нормально печет. Чувак что-то там кричит. Ой, здесь булочки Melon Pan. Булочки, которые с дыней. Известные по всей Японии. Сколько тут ты модайся быстро? Аりがとうございます。これが焼きたてです。おお、すごい。熱いんで気をつけてください。ありがとうございます。Такие вот булочки только что приготовленные. Здесь с разными вкусами есть. Сосиска в тесте. Прикольно.
Давайте уже, раз мы сюда зашли, возьмем одну булочку, попробуем. Асимасен. はい。一つください。ありがとうございます。200円でカードでも大丈夫ですす。か？はい、大丈夫ですよ。はい。どちらですか、お国は。どこだと思いますか？顔が。でもフランス語っぽいかなと思って違います。ああ、違いますね。ロシア。ロシアでロす。シア語か。そうなんです。そうですか。そうですね。動画撮ってるんですね。あ、そうです。YouTube やってて、ちょっと散ぜひ策。使ってください。ありがとうございます。はい、タッチですかね。はい。ありがとうございます。もうプラプラですね。まあ、まだ勉強中です。めちゃめちゃ。じゃあぜひあったかいうちに食べてください。ありがとうございます。ありがとうございます。Вот так вот началось видео. Сразу зашли в магазин. Купил такой вот мелон пан, такая булочка с дыней. Очень популярна в Японии. И очень вкусная. Давайте сейчас тогда сразу ее где-нибудь съедим. Потому что сказали, что надо ее употребить, пока что она тепленькая. Куда-нибудь присесть по-хорошему. Мне кажется, вдоль вот этой набережной должны быть скамеечки. Что-то я их не вижу. И, кстати, рядом железная дорога. Так вот поезда ездят. Как она вкусно выглядит. Такая мягкая прям. Можно сдавить одним пальцем. Оп. Давайте попробуем. Классно. Такая мягкая, сочная, сладкая. Вкус такой прям только что испеченный белый хлеб, только с сахаром. Просто я уработал ее. Даже минуты не прошло. Сейчас мы идем вдоль речки. Что-то я прям посередине улицы иду. Давайте сейчас немного лучше к тротуару. Там уже вон сзади мотоцикл у меня едет. А, это не мотоцикл, это велосипед. А здесь вдоль вот этой речки различные предприятия, небольшие, которые занимаются, допустим, там свежей рыбой, торгуют. Выглядят они, конечно, все довольно старо. Я думаю, из них половина не работает. И не только предприятия, конечно же, и жилые дома. Видите, машины стоят, одежда сушится. Давайте, наверное, повернем немного налево. Так вот дорога прямо уходит туда, в гору, на высотку такую. Там тоже жилой район. Как-нибудь туда тоже сходим, посмотрим, что там есть. По-моему, когда я там был, там дома все выглядели довольно богато. Я думаю, там такие зажиточные японцы живут. Но это не точно. Велосипеды, скутеры стоят везде разбросаны. Как разбросаны? Не разбросаны, просто большое количество везде их. Какое-то заведение, мусора много.
закрылась. Так, зеленый, идем вперед. То есть здесь какой-то автомат с едой. Нифига себе. Ну, конечно, довольно они часто встречаются. Что у нас здесь есть? Здесь гёза, пельмешки японские. Жареная гёза есть. Ну здесь вся жареная, да. Такая с панировки с кунжутом. Прикольно. Вставляешь монетку. Ну не монетку здесь, а здесь уже бумажные деньги, потому что самый дешевый 1000 йен. Они все по 1000 йен. Ты здесь, кстати, холодильник прямо на улице стоит. Можно купить. Прикольно. Дим сам называется. Такой вот автоматик есть. Ну, чаще всего, конечно, автоматы это с напитками, с газировкой, с чаем, с кофе. Ну и можно такие вот найти. С едой тоже. Стоят на улице. Ну, кстати, довольно удобно. Допустим, вечером идешь домой, неохота в магазин заходить, хоп, автомат. Купил. Причем там все горячее сразу подается. Это все вот тебе ужин. Так. Давайте вернемся к речке. Немного посмотрели на проезжую часть. Теперь немного вернемся в тихое место. Парковки здесь. Блин, офигеть просто. Так этот узко. Дома. Такая лестница старая. Офигеть. Офигеть, и поезд так проезжает постоянно. Тутух. Да, здесь прям жить одно удовольствие, я думаю. Ну, как правило, дома, которые располагаются близко к железной дороге, они будут стоить дешевле, чем отдаленные. Парковка под домом. Да, здесь велосипеды, скутер стоит, и для машин тоже места есть. Странно, почему машин нет вообще ни одной. Ага. Это жилое здание. Ну да, жилое. Может, никто не живет. Ну да, я бы тоже вряд ли бы согласился жить прям рядом с железной дорогой. Такой вот мост надо мной. Ниссанчик Лиф стоит. Тут какая-то небольшая компания. Не знаю, слышно вам, нет? Вода там течет. Вот люк. Везде они расположены на дороге. Все это сделано, чтобы вода быстрее стекала. Поэтому, когда идет дождь, даже если очень сильный дождь, вода прям сразу же стекает туда. Вот, кстати, да. Это я вам люк показал, а вот именно сама эта канализация. Вот так вот выглядит. Вот там сейчас еще 2 штуки уже вижу. То есть прошел дождик, никаких луж, все быстренько сразу же стекает в эти канализации. Вот еще одна, вон еще одна, просто напиханы здесь. Вообще 3 люка. 1, 2, 3. Просто везде их дофигища.
Блин, ну, кстати, не жарко. Сколько я уже гуляю? Где-то полчаса, если не больше. В принципе, нормально. Я думал, жарче будет. Вот. Ну вот, обычные вендинговые машины с газировкой. Летом здесь все холодные напитки, а зимой еще есть и горячие. Ну, это не во всех, конечно, автоматах. Посмотрим, что есть. Обычная вода есть, газированная, нет. Тихо, бутылки валяются. Ну что за люди бросили бутылки? Вот, ну, потому что здесь нет рядом мусорки. А, есть мусорка. Вот. Мусорка вся заполненная. Странно, почему не убирают? Вот. Томатный сок. Виноградная сода. С персиком. Газировка. Виноградный сок просто. И кофе на последней полке. Ну сколько? Вот здесь вот я минут 10, наверное, да, вот хожу. Я не знаю, сколько уже проехал, наверное. 6-7. Туда-обратно. Да. Частота хождения поездов большая. Даже по выходным дням. А в будние дни там еще больше ходит. Какой-то домик. Там что-то на корейском еще написано. Какая-то картинка там нарисованная. Мужчины, женщины, корабль. Не знаю, что это значит. Но я думаю, смысл есть в любом случае. Тем более порт Йокогамы является одним из самых больших по всей Японии. Поэтому это в любом случае как-то связано. Вот эта картинка с моряком, с кораблем. Здесь уже людей стало побольше. Точно, я же хотел попить купить. Как раз у нас на горизонте 7-Eleven, сейчас туда зайдем. Возьмем что-нибудь попить. Заходим. Ох, как здесь прохладненько. Прям хорошо. Так. Что возьмем попить? Так, ну точно не газировку. Газировки я не пью особо. Ведь водичка, кстати, такая вот вода прикольная. С личи. Солененькая. Прохладная, прям самое то в жару. Идем на кассу. Так, ну все, я взял воды. Так, идемте туда тогда. Кстати, да, вот, когда ты едешь на велосипеде либо на скутере и хочешь проехать через пешеходный переход, тебе нужно обязательно слезть и перекатить его.
потому что это по правилам запрещено переезжать. Но несмотря на это, есть такие люди, которые прям так переезжают. Вот, но за это могут штрафануть. Так что надо быть осторожней. И еще, кстати, да, на велосипедах нельзя ездить без включенного света вечером и ночью. Я помню, работал когда еще в Нагано. Был у нас тип один с работы, который на велосипеде приезжал. И как-то он вечером поймали его, короче. Летел он без... У него либо лампочка перегорела, что ли, либо еще что-то. Ну, короче, свет не работал. И все, и он на следующий день приходит. Говорит, вчера, короче, поймали меня и выписали. Ну, ему не штраф не выписали, а предупреждение, короче. Ну, бумажку в любом случае написали. Нарушение правил, короче, дорожного движения. И этот отделался, короче, пока что этим просто предупреждением. Вот, но сказали, в следующий раз, если поймаем, там уже будет штраф. Так что будьте осторожнее. Машина выезжает. При выезде с таких вот парковок обычно там есть обозначение, такой сигнал загорается, предупреждает, что сейчас будет выезжать машина. Это очень удобно. И для водителя, и для пешеходов, которые переходят. Поехал автобус, который едет до станции Йокогамы. Ну, не знаю, как-то мне удобнее на поездах передвигаться. Как-то по поездам более все понятнее. Ну, там приложение есть, а на автобусах как-то не знаю. В принципе, если разобраться, тоже понятно будет. Но как-то с самого начала, как я начал жить в Японии, автобусы меня всегда пугали. Потому что непонятно, сколько платить надо. Не, ну сейчас понятно, там по карточкам можно расплачиваться. Ну, раньше, я помню, когда только студентом был, куда-то ездил. Что-то я помню, там нужно на выходе расплачиваться. Короче, начал расплачиваться мелочью. И мне что-то мелочи не хватило, что не так я положил там. Что-то помню, там водитель начал там что-то спрашивать меня. Ну и после этого у меня такой страх остался небольшой этих автобусов. И стараюсь особо на них не ездить. Видите, как движение меняется, зависит от района. Где-то есть улочки, ну даже тоже двухполосные. Машин там очень мало, но здесь вот прям много. Поэтому можешь так вот идти. Машин дофига, район оживленный. Хоп, свернул куда-нибудь направо либо налево. Там уже полнейшая тишина. Такая вот странная и удивительная Япония. Здесь прям вообще кайф. Ветерок дует. Вот, кстати, вот недавно открылась. Машины здесь детейлинг, покраска. Пробок стоит. Прикольный. Бэха третья. Покажу. Здесь чувачки, короче, тачки делают. Нифига, Бэха Альпина. Всегда здесь, когда прохожу, взгляд прямо останавливается на машинах.
Дедок спит в машине. Кстати, много таких работников различных служб. Вот особенно по утрам бывает. Там встают вот где-нибудь на парковке. Если летом машину не глушат, потому что они там зажарятся просто. Так вот двигатель работает, они дремлют, отдыхают. Я не знаю, сколько по времени там находится, может час, может полчаса. Но вообще в Японии принято, да, как бы если у тебя время обеда и есть возможность где-нибудь щемануть, я бы сказал, японцы будут пользоваться этой возможностью. Особенно те, кто начинает работать рано. Я и сам тоже, когда в гостинице работал, у нас там смены начинались с половины шестого, по-моему, или половины седьмого, уже не помню. То есть утром работаешь, потом у тебя перерыв идет. Перерыв, конечно, с большой был, но потому что мы весь день работали. 3-4 часа. И ты приходишь домой, поел, и все это время спишь. Потому что после перерыва тебе еще придется до позднего вечера работать. Бабулька сидит, голубей кормит. Все японцы не любят голубей, потому что голуби распространители заразы, и они всячески стараются избегать. Но все равно находятся такие люди, кому их жалко, они вот так вот сидят, их подкармливают. Ну, в некоторых местах написано, где там скапливаются голуби, большое количество, там написано не кормить. Потому что там одну крошку кинул, там просто толпа прилетает, потом фиг от них избавишься. Я уже возвращаюсь к дому. Какая-то у нас получилась сегодня прогулка. Хорошо, что не так жарко было. Так, ну в любом случае, сегодняшнее видео было тихое, спокойное. Посмотрели на повседневную Японию, отведали вкусные булочки. Что-то прям даже наелся, я бы сказал ей. Поэтому всем, кому понравилось это видео, не забывайте поставить лайк. Ну и также подписаться на мой канал. Увидимся в следующих видео и всем пока.